Ну что, ты там дорабатываешь уже? Да, я уже почти закончил. Не хочешь куда-нибудь сходить, покушать? Да, можно, куда бы ты хотела. Чего покушать? Может, осадок какой-нибудь? Ну не, осада не хочется. Японская кухня. Японскую кухню мы как будто недавно ели. Паста? Паста, ну, тоже не хочется. Я тогда не знаю вообще, чего ты хочешь. И мы такими темпами пойдем просто в Биг Пиццу и поедим эмпанад. Но эмпанады в Биг Пицце невкусные. В смысле, невкусные, а где вкусные тогда? Ну, я не знаю, надо пойти попробовать в разные места и узнать. Звучит как план. Пойдем. Пойдем. Камеру только возьми. Окей. Заберите мою камеру. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy ricos empanadas. Си, сырное тесто. Окей, но не вау, не восторг. Подснят. Очень вкусно, надо Очень сказать. вкусно, да. И угроза утечки газа и взрыва в доме. Фастфуд, стритфуд, все это быстрого приготовления. Но в целом как рагу прям внутри мясное. Я боюсь, что попадется со сливой. Наверное, самый вкусный хамон и кесо, что я ел. Они сами знают свои ошибки. Равно вы себе не представляете. Ребята, ну, как вы поняли, сегодня у нас обзор эмпанад, и мы идем в первое место. А на улице безумно холодно, настоящая аргентинская зима. Да, мы без шапок, я без шапки, но все же холодно. Для Буэнос-Айреса это очень холодная погода. А мы идем для вас снимать обзор, и, конечно же, с вас лайк, подписка и комментарий. Напишите что-нибудь, ваша поддержка очень важна, напоминаю. Ну а мы идем в первое место. Да я их не вижу, есть проблемы. Вон они, закрыты. Ага. Вот так вот Аргентина. Написано было, что они работают до 5. Сейчас 4 вечера. Не успели немного. Ну, нет, мы успели. Они раньше закрылись. Ну ладно, они не попадут в наш обзор, значит, они не станут знаменитыми. Так, ну что, мы уже пришли. Первое место. Название заведения Ленья. Мы сели внутри, довольно уютно, удобно. Muchas gracias. Очень вежливый персонал. Disfrutan. Мы взяли промо. Кока. 3 эмпанады. Так, зачитываем. Carne cortada a cuchillo, leña y Да. pollo. Да, Ленья это Ленья специалитет. Sí, con 6 variedades de queso. 6 видами сыра. 2400 это очень дорого. Напишите, сколько, по-вашему, должна стоить эмпанада. 1000 песо. Карне картада. Пробуем. Вкусненько. Немного суховато. Нет такого? Суховато. Жестковатое мясо. Там типа жуется. Не очень хорошо. Жилка меньше, чем. Там яйцо, лук. Ну, ничего особенного, да? В каждом заведении мы будем брать по 3 эмпанаде. 2 такие более-менее классические. И 1 необычный вкус или специалитет, как здесь мы взяли Ленью. И будем искать лучшие эмпанады. Эмпанады те, которые и по стоимости, и по качеству подойдут как перекус. Ведь это же можно считать за фастфуд, правильно? Стритфуд, да. Фастфуд, стритфуд, все это быстрого приготовления. Можно это и пошел дальше. Джанк-фуд. Ну, тесто как слоеное у них такое, да? Так сыпется. Поша. Так, вторая эмпанада поша. Ну, посмотрим. Здесь как будто рваные кусочки курицы с луком и что-то еще. Ну, неплохая. Налить тебе суховато, да? Суховато, да. Вот почему предложили соус, потому что немного суховато. Как мне кажется. Они сами знают свои ошибки. Она лучше, чем предыдущая. Повкуснее. Довольно много курицы в ней. Ну, то есть обычно они там добивают что-то курицы, в какой-то жиже еще плавает, знаешь, там это лучок, капуста. А тут прям как обещали. А расскажи, как ты выбирал
Почему это место? Ну, я потом, когда посмотрел на твои выборы, сложилось ощущение, что ты просто с высокими оценками смотрела на Я Google смотрела Card. с высокими оценками, я смотрела, которые открыты, я смотрела, которые находятся в Палермо или выше Креспо. И Вот. ты еще хотела, чтобы это были не рестораны, да? Какие-то маленькие кафешечки на вынос, как здесь, но здесь даже очень много столов на улице. Ну да. Удивительно. Как будто у них очень много людей. Как заведение, да. Могут еще пиццу готовят тоже. Они, кстати, часто идут в связке, видимо, Да. потому что методика приготовления похожа. Здесь еще готовят миланесы, чтобы вы понимали. Миланесы, эмпанадосы и пиццу. Ну и обычно как просто идешь, ты такой голодный, проголодался, и как ты обычно? Ты же не ищешь самые вкусные эмпанады там, или в одно место, которое только ты ходишь. Поэтому я, в принципе, примерно так выбираю, как мы это делаем в жизни. Так, где ближайшие эмпанады, заходим, берем. И обычно это вкусно. За очень вкусные можно заплатить 2000, но прям Да, они но топ это- должны быть. Это надо целенаправленно как будто вы говорите. Там есть сыр, ну вот этот голубой сыр, который с плесенью. Ну, с сыром прикольно. С сыром прикольно, интересно. Сыра много. Первый критерий – это цена. Второй критерий – это сочность. Третий – вкусный. Это дорого, это нормально. Это не то, что прям отвратительно. Окей, но за такую цену, не знаю, я бы тысячу песо за такое заплатила. У меня примерно схожая оценка. Не сказать, что прям ужасно и вкусно. Настолько, что я бы сюда вернулся. Для перекуса пойдет, но не за такую цену опять же. Возможно, это наценка за то, что это все же чуть больше, чем просто эмпанадошные, которые представляют себя окошко в здании, где тебе выдают эмпанады. Ну что, мы все еще не наелись, надо идти во второе место. Да, пойдемте. Заберите мою камеру. Такая. Да, на самом деле еще страшновато. Ой! Ходить вот так вот с телефоном или с камерой на вытянутой руке. Хотя прецедентов не было никаких. Только рассказы. Что кто-нибудь украдет, особенно в Палермо. Извините меня, здесь столько людей, у которых можно украсть что-то, которые идут такие: я в Палермо, ни о чем не думаю, трачу свои деньги. Также можно про Риколет сказать: о, смотрите, как красиво. С солнышком, конечно, потеплее. Ой-ой-ой-ой, Перебеганте. опасный, опасный. Перебеганте происходит. Не делайте так, не повторяйте этот трюк. Как говорит нам профессор истории, что мы обаргентинились, если можно сказать так. Стой, простым погоди. языком. На желтый переходим, на А красный. по-моему, он наоборот что-то выбегаем. говорил, что типа... Что нет, аргентинцы не переходят на ну красный? не торопятся тебя, да. По-моему, аргентинцы, когда переходят дорогу, вот по моим наблюдениям, Они тоже, если свободно, типа, Да. стараются прийти. то есть даже если красный, нет машины, они переходят. А так зима нормальная в Буэнос-Айресе. Холодно, капец. Все приезжайте в Буэнос-Айрес. Холодно в квартирах в основном, потому что продувается. На улице ты у бездомных спроси, им очень холодно, мне кажется. Их очень жаль. В России холоднее, но дома утепленнее просто. Ну, не утепленнее, лучше изолированные. Отопление есть, да. Пластиковые окна. У нас тоже пластиковые окна, у нас из-под двери дует. У нас натуральное проветривание, естественное проветривание. Но это тоже хорошо, это тоже плюс, потому что если бы Утечка газа была. все окна были бы закрыты, не было бы вытяжки, вот у нас естественная вытяжка просто с дырками в стене, то была бы плесень, было бы очень влажно. И угроза утечки газа и взрыва в доме. Салют, салют. Ну можно анонсировать то, что мы в августе поедем в Сан-Мартин. Вот. Мы знаем, что некоторые подписчики и комментаторы, или не наши подписчики, в общем-то, Живут-то. кто-то из наших подписчиков из Сан-Мартина, и мы туда едем. Давайте встретимся, да? Нет, мы поедем туда кататься на сноубордах. Сейчас мы потихонечку готовимся, и, конечно же, будет видео о нашем путешествии туда. Поснимаем все, как мы катаемся, как мы там гуляем. Как нам нравится. Да, такие ходим. Дорого очень, ужасно дорого. Только каталка дорого, надо сказать. Остальное цена плюс-минус. Съем жилья. Окей.
Да не очень дорого как будто. Не знаю, как будто юг Аргентины для богатых. Туда просто туда не Ну, поедешь. горнолыжный курорт, это всегда же дорого, жилье должно быть, а это относительно, ну, типа, окей. В Калашине было дешевле, понятное дело. В Калашине мы дом за 30 евро что-то там Да. снимали. В Черногории в горах было дешево. Хотя не, стой, не... Я вру. Мы 300 баксов платили за неделю, да? То есть подороже, конечно, чуть-чуть. Типа 45 баксов. Ну да. В общем, порадуем вас с новым видео из Сан-Мартино. Де Оставайтесь с Лос-Андес. нами. Вот. Возможно, ролик выйдет в сентябре. Будет много всего интересного. Столько путешествий запланировано, вы себе не представляете. Я уже там планирую. Ну, такие поездки будут. Это только Закачаешься. начало. Собака чуть эмпанадо мы не украла. Чумачичи. Какой? Черный? Так, у нас сегодня музыкальное сопровождение в каждом месте. Сейчас у нас просто вот там карусель крутящаяся, да, с лошадками. Из минусов этого заведения там нельзя снимать. Поэтому кадров будет немного с этим заведением, но название вы увидите вот здесь или увидели ранее. А во многих эмпанадошных на улице стоят столики, пару столиков, высокие или низкие. Вот здесь этого нет. Но это не то чтобы минус эмпанад. Мы же все-таки эмпанады пробуем, которые купили, чтобы покушать. Это странно, учитывая, что раньше мы сказали, что нам важно, чтобы это был не ресторан. Вот. То, понятное дело, тут нельзя сидеть. Когда идем покупать эмпанады, мы берем и кушаем их на месте, мы их не берем по пути Ну, кушать. часто бывает, да. Ну, хотя бы столик, да, стоя и со столиком, да? Стоя со столиком, вот так. Зато цена этих эмпанад радует. Эмпанады стоят по 1000 за штуку, как и должны стоить эмпанады. Хамон и кесо? Держи. Подснять. Подснем, пожалуйста. Такая, это, знаете, как стакан наполовину полон, наполовину пуст, непонятно. Тут тоже вроде много с одной стороны кеса и ветчины, а с другой стороны ничего нет, пустое, просто тесто. Неплохо для хамона и кеши. Ну, норм, я не скажу, что прям вкусно как-то. Обычно, вот, наверное, классическая хамона кеса, которую ты берешь, практически везде вот она примерно вот так вот. Точно не хуже тех предыдущих, ну типа. Ну, там мы хамона кеса не брали, но не хуже. Норм. Норм или стрём. Кушать эмпанадо на лавочке. Да, норм. Для меня норм. Или стрём. Следующая эмпанада. Карны пиканты. Выгравированы. О, ты вот тут кушай. Много челов с детьми идет сейчас. Украдут мою эмпанаду. Всё. У меня собаки крадут, у Егора дети. Суть карны пиканты должна заключаться в том, что она должна быть пиканте. Немножко пиканта, не сильно пока что ничего. Не сильно? Так как я знаю, что я пробовала вкуснее эмпанады, для меня такая эмпанада, конечно, окей, но не вау, не восторг. Прикольно. Но хамон и кеши, как по мне, в целом обычно сухие. Нет, не везде. Я говорю, это зависит от теста и от того, как наполняют внутри. В некоторых местах довольно вкусно. Но это не такое сухое. Карна пиканта не сухая. И в меру острая. Цена хорошая. А это специалис? Это тоже? Обычно они стоят дороже, да? И специалисы, да, обычно. In general, си. Я видео видела в Инстаграме, там девушка была в Италии или в Испании. Не в Испании, по-моему, в Италии. Ну, она просто себе отошла, поставила камеру, отошла и себя снимает. Что-то танцует. Тетка такая раз, поворачивает, и к телефону быстро, и та подбегает. Не успела выхватить. Бандиоша, что-то там. Капусточка, лучок, помидорка и соус, как он, барбекю, наверное, да? Наверное. Прикольно. Сладковатый вкус. Мы доели эмпанады. Во втором месте это уже было повкуснее. От меня по цене это было супер круто.
потому что это стандартная цена в Буэнос-Айресе на эмпанады. Это окей по вкусу. Хамон и queso мне и так себе понравился. Второй вариант карне пиканте мне понравился больше. Третий вариант просто необычный, потому что у него сладковатый вкус. И действительно это какой-то специалитет. Мне тоже, мне в целом нравится. Мы тут уже ели как-то раз эмпанады. Они были вкусные. Все так же они не испортились, все так же вкусные, дешевые. Лайк этому месту. Неплохо, идем дальше. Цель найти самые вкусные эмпанады в Буэнос-Айресе. Да, это не самые вкусные, но достаточно вкусные, чтобы есть их периодически, учитывая цену. Где же эти эмпанады? Где они? Идем искать. Por favor, tres empanadas. Una con carne picante, una con pancetta, ciruela y mozzarella, una primavera. Если ждать 10 минут, в той эмпанадошной нам выдали сразу, но они уже были готовые. Здесь 10 минут, значит, это будет свеженькие, вкусненькие эмпанады, наверное. Из плюсов еще здесь очень много зелени. И есть места, где посидеть. Вот такая тележечка красивая стоит. Долго виноват. Ну что, какие ставки на эти эмпанады у тебя? Высокие? Низкие? Сколько они стоят? 2200 за штуку. Блин, ну если они не будут супер большие и вкусные, я расстроюсь. Мне кажется, будут вкусные. Мне хочется в это верить. Мы взяли, да, необычный какие-то вкус, только карне пиканте, да? Мы взяли, которые мы знаем, какой он должен быть на вкус. А остальных впервые видим, впервые пробуем. Давай, что такое сируэла заодно узнаем. По-моему, овощ какой-то. Слива. Слива? Ага. Небольшой офф-топ. Ну как офф-топ? На самом деле он топ. Я загуглил про эмпанады с тукуманос, и оказалось, знаешь, что эмпанады вообще разные тут, в зависимости от региона бывают. Да, есть способы северные. приготовления. Так вот, эмпанадос тукуманос – один из самых известных и вкусных видов аргентинских эмпанад. И особенным его делает традиционно домашнее эластичное и тонкое тесто с добавлением жира, например, говяжьего сала, что делает его особенно вкусным при запекании или жарке. В Тукумане считается важным, чтобы из эмпанады вытекал сок при укусе. Это знак качества. Угу. То есть все, что нам нравится, это с жиром. Я, когда искала эмпанады, я тоже с чатом GPT общалась, и он говорил, что есть разный способ приготовления эмпанад. Вот как раз-таки есть северное приготовление и какое-то еще, ну, южное или какое-то другое. Есть вот еще эмпанадос сальтеньяс из провинции Сальта. Они более пряные. Хухеньяс с картошкой и острым перцем. Есть мендосинас с добавлением оливок и паприки. И есть портеньяс, столичный, часто с сыром и ветчиной. То есть ты у меня любишь столичные, да, хамон и queso. Со сливой сразу такая. Карне пиканте, я же говорю. А говяжий жир. Плюс вытекает сок. Тесто. Оно какое-то прям плотненькое, да? Мне нравится. Нравится. Тоненькое. Они большие, они полностью наполненные и они сочные. Начинка очень вкусная. Те, кто Не любит очень карне острый карне пикант. из минуса, да. Но в целом как рагу прям внутри мясное. Ну, то есть там еще зеленюшка просто вот это вообще как топ. Ну да. Там еще куски мяса, не просто, да, какой-то фарш, а с кусками мяса. Дешевле, чем первые. И вкуснее. Ну ладно, не просто соком, вот этим соком, который вот так вот по всему рту. А потом мы ходим все чумазые. Вон у Егора уже течет, все течет. Что делать? Я наелся. Может, дома доедим? И дома доснимем? Ну да. Эх, не хотелось бы так делать, конечно, но Мы ладно. наелись, ребят, реально прям. Ой, пахнет вкусно. Так, ну что, прошло, наверное, часа 3. Эмпанада с карне пиканте была вкусная из этого места. Давай не гадай, нет, не читать, а угадывай. Ну давай. Я боюсь, что попадется со сливой. Прям, я еще думаю, что это будет сушеная какая-нибудь слива. Я же не люблю сухофрукты. С сыром, беконом. Но вот тут бекончик уже видно. Видите, я подсунул. Сейчас слива попалась. Я сильно сливу как бы не кусала. Я вижу, вокруг сливы объедает сидит.
Бекон и сыр — это, конечно, вообще беспроигрышный вариант. Да не, прикольно, как Прикольно? грузинский соус, который как это называется, из сливок. Все, у меня папа с Таней делали. Кемали. Вкуснее чуть-чуть, она не прям ярко там. Очень ярко. Пыльца. Такое, как бы, я с опаской отношусь к фруктам, когда это сочетается с сыром, с колбасой, с песто, хотел сказать, с тестом. А-ля пицца с ананасами. Да, такое я не люблю. Никита любит пиццу с ананасами, я знаю. Сумасшедший. Это с рыбой. Блин, ну привкус рыбы. Не пахнет рыбой. Не знаю, может быть, у меня уже вкусовые рецепторы все забились от изобилия вкусов. Мы хотели раньше снимать обзор эмпанад, но мы тогда ходили учиться. И раз в 2 дня ели эмпанады. Поэтому мы что-то присытились в один момент эмпанадами и такие, давай потом. И вот оно потом. Смотри, там, во-первых, ветчина, моцарелла. Я не знаю, что за кусочки. Помидорки. Угу. Там же помидор. Но привкус такой какой-то. Рыбный. Там базилик или что-то типа того. Ну, блин, базилик я бы тоже отличила. Ну, в общем, необычно. Еще раз бы я не взяла, но Берите карне-пиканте. карне-пиканте из этого всего было самое привычное и самое вкусное. Понятно, что должны стоить дороже 1000. Вот так вот. По Потому вкусу. что наполнение хорошее. Кстати, это не последнее место, в которое мы сегодня ходили. Будет еще 3 места в обзоре эмпанад. Ну, мы пойдем туда в другой день. Но вы посмотрите это вот так вот. Друзья, ну что, следующие эмпанады мы идем обозревать. На улице стало еще холоднее. 8 градусов сегодня днем, и в такой холод мы идем. Поэтому ставим лайки, не забываем, потому что нам очень холодно. Ваши лайки нас греют. И подписочка, кто не подписался. Поехали. Сеньорес и сеньорес, буэнос тардес. Мы находимся возле Эмпас World, Аргентина, район Риколета, станция метро Лас-Эрос. И мы пришли сюда не просто так. Мы пришли попробовать тут эмпанады. Почему именно сюда и что за эмпанады? В общем-то, мы тут жили недалеко. Когда мы тут жили, мы один раз попробовали тут эмпанады, когда были голодные, проходили мимо, и нам очень понравилось, было очень вкусно. Поэтому мы решили, что это место обязательно должно быть в этом обзоре. Пойдемте пробовать. К сожалению, вкусных эмпанад с чоризо не было. Сегодня. Ну, вообще они тут есть, они нам в прошлый раз очень понравились. Очень вкусные. Сегодня мы взяли 3 вида эмпанады. Это с карне пиканте, с пошо и Финляндия? Ну, тут Финляндия, но вообще Финляндия чикен. Финляндия чикен. Вот. По форме они немного отличаются от обычных эмпанад. Может быть, вы нам в комментариях расскажете, в чем их отличие. Может быть, как раз-таки форма эмпанад зависит от региона. А я слышал, что от вкуса еще такое. Видел где-то картинку, где разный вкус и имел разную форму. Карне пиканте. Очень карный, очень пикантный. 2000 песо. Но очень вкусно, надо Очень сказать. вкусно, да. И пиканты. И карный. Хороший фарш. С лучком. С зеленюшкой. У этого места на Google картах почему-то не такой высокий рейтинг. Несмотря на то, что эмпанады, ну, потрясающие. Холодно кушать на улице, на самом деле. Согревает зато эмпанада. Ветер. Эмпанада согревает изнутри. Чувствую такое новогоднее настроение. Пользуйтесь, ребята, нашими рекомендациями. Вот это заведение. Рекомендуем. Кто любит чоризо, в принципе, попробуйте эмпанаду с чоризо. Она здесь чоризо и с провалетой. Так, пошо пробуем. Очень вкусно. Яичко. Курицы очень много. Какой-то сок из нее. Неплохо. Они, надо сказать, здоровые тут по начинке. Типа, 2 съедаешь, мне кажется, наедаешься. Ну да. Но сока, конечно, очень многое. Не знаю, видно, тут нет, как мы засвинячили стол и коробку. Зато это показывает, как это сочно и вкусно. Мы, кстати, поэтому не едим эмпанады стоя, стараемся не есть их.
потому что несколько раз заляпывали одежду. Как бы ты над столом не ел, ты все равно запачкаешься. Эх. У кого такое было? Ставьте лайк. Филадельфия, да? Третья эмпанада. Финляндия, Иван. Финляндия, Филадельфия. Филадельфия, суши, Финляндия, эмпанада. Ну, такое, типа, творожная курица, знаешь, там. Мне очень понравились тут эмпанады, наравне с тукуманскими эмпанадами, но они чуть дешевле, чем тукуманские. Но карне пиканте прям очень понравился. Тукуманские эмпанады были вкусные, но карне пиканте там было не пиканте, а тут прям атасно, мне понравилось. Поэтому моя оценка в целом высокая. Я бы сюда однозначно, если бы был рядом, проходил бы, точно бы эмпанаду бы себе взял. Ну, вот это вот Финляндия с сыром мне что-то вообще не очень. С Поши было муа. Ты можешь взять одну, как две по 1000, да? Ну да. Две маленькие эмпанады или полунаполненные эмпанады. Ну да, Будут такие же, примерно как и одна. Карне пиканте хорошая, но островато для меня. Там лучший фарш из всех фаршев в эмпанаде с карне пиканте, который мы пробовали. Потому что в основном фарш карне пиканте такой с жилками. Не жуется, какие-то уже вот такие отходы от мяса, которые переделали в фарш и дали тебе такие, на, продавай это дешево. То есть здесь было очень вкусно, мы советуем это место. Действительно хорошие эмпанады по цене, по качеству. То есть, если вот не жалко денег, хочется попробовать вкусные эмпанады, приходите в это место. Ну а мы пойдем дальше. Оля, чикос, всем привет! Сегодня очередной день, когда мы снимаем обзор на эмпанады. Идем по району Кабашита. Ставьте лайк, кто живет в Кабашита. Место, которое, по-моему, называется Васкито. Прочитал на Reddit, что там неплохие эмпанады. Идем проверять. Так что следите за развитием событий. Наверное, уже в следующих кадрах вы увидите это место. Алена их уже открывает. Все подписано, все понятно. Блин, очень вкусно пахнет, на самом деле. Ну, сейчас узнаем, надеемся, на вкус тоже будет так же. Очень необычное тесто. Жареное, во-первых, да? Не запеченное. Так, ну что, внутри она полностью наполнена сыром и ветчиной. Очень вкусное тесто. Все-таки жареные эмпанады вкуснее. Только потому, что они жареные в масле. Меньше половинки мне осталось. Ну, Зацените. обычно я очень мало кушаю эмпанады, так кусаю. А и Егор как- доедает. Как только дело дошло до вкусных, Блин, какие они свежие, вкусненькие. Здесь у них стоят холодильники с уже готовыми сырыми эмпанадами, ну, уже с разными начинками, которые они достают и жарят. И это прикольно. оно как что-то среднее, знаешь, между хворостом и не знаю, чем еще. Песочное. Да. Оно как у чебурека, вот на что похоже. Острое? Да. Нет, не очень. Не очень? Ну что скажешь? Очень вкусно. Свежие, качественные. Это Эль Васкито. Я не помню с чем, попробуй распознать. Это как будто пюре с луком. Там Поша еще было написано. Может, не Пошу в пюре переделали? Это стоит 2000. Но они еще большие эмпанады, заметил? Да. Это типа как сыр творожный. Вспомним, мы ели вот это вот, которое с Финляндией и курицей в этом. Ну, в предыдущем месте, в Риколете. Но консистенция такая же, сыра с курицей была. Как по мне, вообще очень классное место. Действительно, на Reddit посоветовали топ-место по качеству и цене. Так. Мне понравилось тоже. Очень вкусно. Наверное, самый вкусный хамон и кесо, что я ел. Хамон и кесо, да, удивил. Но здесь первое, да, плюс это свежие. Второе, что они не такие дорогие. Третье, они большие, они жареные. Ну, это, наверное, плюс, потому что это добавляет какой-то вкус все-таки. Un regalo. Empanada de dulce de leche y pastelito de batata. muchas gracias. Muy ricos empanadas. Sí, sí, muy rico. Sí. Muy bien. Venga, por aquí. Delicioso. Bueno, me alegro que les haya gustado. Que tengan buen día. Muchas Buen día, gracias. muchas gracias. Нам еще и дали подарочки. Слушайте, только хотела сказать, что вот, пожалуйста, классное место, и мы идем к другому. Заметьте, мы посоветовали до того, как нас угостили. Наверное, мне стыдно. Что это не подкуп был.
Супер, что нас угостили. Наверное, потому что мы сидели прям напротив и снимали. Да. Мы впервые будем пробовать сейчас сладкие эмпанады. Это не эмпанада, это как хворост. Помнишь, мы брали такой? Вот это? Мне кажется, там повидло будет внутри. Да? Ну, тесто такое же просто. Просто форма другая. Они же сами по себе такие а-ля песочные. Ой, боже, я вижу это. Как вкусно. Это напоминает орешки со сгущенкой, да? Тоже песочное Мне печенье, кажется, тесто. еще решает, что она горячая просто. Ну, это прям топ вообще. И заметьте, во все места, которые мы ходили, мы снимали, люди видели, что мы снимаем, и нас не угощали. А здесь угостили. Ну, что за сервис, а? Батат. Батат? Блин, как круто. А я на самом деле не везде видела, что есть дульсе де лече, эмпанады с дульсе де лече, именно сладкие. Я нигде не видел. Но Нигде не видел? Он вроде это по-другому как-то назвал. Ну, это просто не приторное такое, если не хочется сильно сладкого, то потому что как вес чайком сладенького. А это такой спокойный, легкий сладковатый вкус. Ну что, ребята, мы сейчас находимся в последнем месте. Мы уже устали кушать эмпанады, поэтому сейчас мы взяли в этой эмпанадочной всего 2 эмпанады. С карне пиканте и с пошем. Это самые дорогие эмпанады. По 3000, да. 3. Это место я тоже нашел на Reddit. Сырное тесто, по ощущениям. Очень вкусно. Вкусно, да? Ну, прям все течет, ну, все вываливается. Сочная, вкусная эмпанада. Мясо очень Дорогая. хорошее тут. Мясо хорошее прям, качественное. Кто за жареные эмпанады, пишите в комментариях букву Ж. Кто за запеченный, букву З. Посмотрим, кого больше. Зетки будут кидать. Хотя, блин, даже на испанском должно быть. Орно. Аче, буква, если запеченная. F. Жареные. F. Фрито, я думаю. Во фритюре, типа, ну да. Давайте F и Аче. Но если у вас есть какая-то своя интерпретация, пишите в комментариях. Я не ожидала. Это что-то необычное, мы такое как будто вообще не пробовали. Ну да, все еще вкуснее эмпанад, которые нам рекомендовали. Мы пробовали не в этот раз, не снимали, но пробовали очень дорогие в Мигусто. И это вкуснее. И там не было никакого восторга такого. Поша. Ну, тоже вкусно. Курица здесь тоже качественная, очень нежная, сока очень много вытекает. И самое интересное, что это очень непримечательное место. Оно находится в торговом центре. Да, это находится в самом центре, мы находимся в микроцентре. Вот так вот, чтобы зайти в торговый центр и кушать эмпанады, у нас такого еще не было. У нас в этом ролике все в первый раз. 3000, конечно, все равно перебор. Не настолько они вкуснее предыдущих, например. Предыдущие супер были. В общем, хорошо, я не пожалел. Нет такого, что они переоценены, но специально бы я сюда не ездил бы, чтобы поесть конкретно этих эмпанад. Да, но если вот так гулять в центре и хочется перекусить, То можно довольно зайти. плотно, но не в ресторане, то здесь это хороший вариант. И столики есть, и не так шумно. Это все не на улице, а внутри. Reddit не подвел, как обычно. Читайте отзывы на Reddit, если вы собираетесь куда-то идти. Ну что, мы заканчиваем тогда наш ролик. Спасибо большое, что посмотрели. Ну а мы отправляемся дальше, придумывать для вас новые ролики и снимать их. Говоришь что-нибудь, подпишитесь, там что-нибудь скажи. Подпишитесь, что-нибудь там. В общем, да, вы сами все знаете. Лайк, подписка, комментарий. Всем пока.